Добрый день, уважаемые белорусы! С вами советник юстиции Олег Талерчик. Байпол продолжает срывать маски с прислужников кровавого режима диктатора. Сегодня мы продолжим прожаривать лучами публичности одного из ключевых инструментов диктаторского режима в борьбе с белорусским народом, некогда самой секретной службы МВД, Департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности. Того самого подразделения, которое обеспечивает наружку, прослушку, тайное проникновение в жилище, помещения и транспортные средства, а также установку в них негласных средств получения и фиксации информации, и без которого сегодня не обходится ни одно из громких задержаний, особенно по политически мотивированным уголовным делам. В предыдущих выпусках, посвященных данному инструментарию политического сыска режима Лукашенко, мы рассказали о перипетиях назначения на должности руководителей ДУОРДа, расшифровали те легендированные организации, под прикрытием которых работают сотрудники данного подразделения, и показали все до этого скрытые от сторонних глаз места дислокации ДУОРДа в нашей стране. И еще раз напомним, что расшифровка любого объекта ДУОРДа должна влечь за собой его передислокацию и повторное засекречивание под новой легендой, что является очень дорогостоящим мероприятием, на проведение которого у прогнившей системы нет ни сил, ни средств. Сегодня мы нанесем очередной удар по этому трухлявому пню, на который в конце марта в качестве нового начальника подразделения присел бывший губоповец, полковник милиции Паршин. А также расскажем вам про очередную, с виду обычную, но на самом деле сверхсекретную организацию карателей, гражданскую вывеску которой МВД использует для прикрытия набора на так называемую оперативную работу всей штатной агентуры органов внутренних дел. Ну что, поехали? Для начала давайте определимся, кто же, собственно, скрывается под термином «агентура». Итак, к агентуре, или как их еще называют, негласным сотрудникам, в соответствии с действующими в Беларуси нормативными актами относятся доверенные лица, агенты, резиденты и содержатели явочных помещений. В соответствии с установленными требованиями, доверенным лицом может являться совершеннолетнее дееспособное лицо, которое привлекается к конфиденциальному содействию для сообщения в органы информации, представляющей оперативный интерес. Агентом также может являться только совершеннолетнее дееспособное лицо, но в отличие от доверенного лица, кандидат в агенты должен обладать совокупностью личных качеств, способностей и возможностей, позволяющих ему систематически выполнять задания органов для решения задач оперативно-розыскной деятельности. Следующими представителями касты негласных сотрудников являются резиденты. Кандидат в резидентуру, помимо требований к своей дееспособности, то есть отсутствию официально подтвержденных психических расстройств здоровья, должен быть не моложе 25 лет и обладать личными и деловыми качествами, указывающими на его способность с соблюдением конспирации квалифицированно осуществлять руководство другими негласными сотрудниками, которые передаются ему на связь оперативным подразделениям. Проще говоря, тайный руководитель агентов на местах, вдобавок выполняющий всю секретную бумажную работу за заместителя начальника уголовного розыска по агентурно-оперативной части. Обычно к работе резидентам привлекают вышедших на пенсию сотрудников органов. Но еще одна категория граждан, подпадающая под обобщенный термин «агентура», это содержатели явочного помещения. Как следует из самого названия, указанные негласные сотрудники занимаются тем, что предоставляют жилое или служебное помещение для осуществления встреч с агентами и резидентами на конспиративной основе. Содержатель явочного помещения, как и остальная агентура, должен быть совершеннолетним и обладать дееспособностью. К негласному содействию агентура привлекается через вербовку.
под которой, в свою очередь, понимается получение согласия кандидата, обладающего требуемыми способностями и возможностями на сотрудничество. Доверенные лица привлекаются к содействию по письменному заявлению, в котором фиксируется согласие лица оказывать конфиденциальное содействие. Тут сразу необходимо сказать о следующем. В современной Беларуси, особенно после событий 2020 года, указанные заявления часто выбиваются карательными органами режима от задержанных граждан путем применения психологического и физического насилия. Чтобы, так сказать, подсадить неугодных, представляющих оперативный интерес, на крючок и манипулировать ими для достижения своей низменной цели – полного угнетения белорусского народа. Помните, если вынужденно подписали такое заявление о сотрудничестве, вы вовсе не стали предателем своего народа. А лучшим способом для дезавуирования такого заявления является огласка вами факта его подписания среди своих близких и знакомых, что сразу же резко девальвирует оперативную ценность вашей личности для карателей. Этим шагом вы обезопасите себя и свое окружение. Итак, если доверенные лица работают с органами лишь по простому заявлению, то с агентами, резидентами и содержателями явочного помещения заключается контракт, который закрепляет права и обязанности как самого органа, так и лица, привлеченного к содействию на конфиденциальной основе. Причем контракты эти заключаются как на возмездной, так и безвозмездной основе. Как весьма примечательный, тут следует отметить тот факт, что хотя такой контракт официально и не является трудовым договором, однако в соответствии со статьей 54 Закона Республики Беларусь об оперативно-розыскной деятельности, цитируем, период оказания содействия гражданами на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность по контракту в качестве основного рода занятий, включается в стаж работы. Граждане, оказывающие или оказывавшие содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, имеют право на пенсионное обеспечение. То есть мало того, что государство за счет средств налогоплательщиков, то есть из нашего с вами кармана, тратит огромные деньги не на дороги, школы и больницы, а на содержание агентурной сети, призванной следить за собственными гражданами, а в условиях диктатуры главным образом за добропорядочными гражданами, дабы искоренить всяческое инакомыслие и несогласие в стране, так режим еще и обеспечивает материально, опять же за наш с вами счет, спокойную старость для всех этих сексотов. Вернемся к процедуре вербовки. Помимо заявления для доверенного лица и контракта для остальной агентуры, каждый негласный сотрудник также подписывает письменное обязательство о сохранении в тайне сведений, ставших ему известных в связи с конфиденциальным содействием органам. Кроме того, доверенные лица и агенты выбирают себе псевдоним, которым они будут подписывать представляемую ими информацию и сообщения, а также финансовые и другие документы. После завершения вербовки агентура обучается приемам установления контактов и доверительных отношений с лицами, представляющими оперативный интерес, правилам конспирации, способам выявления и документирования признаков преступных деяний, в том числе и с применением технических средств. Ну а теперь самое время вернуться к главной теме нашего сегодняшнего выпуска. Той самой легендированной организации МВД, под прикрытием гражданской вывески которой трудоустроена в кавычках вся, да-да, мы не оговорились, вся платная агентура МВД. А именно, все без исключения агенты, резиденты и содержатели явочных помещений. Знакомьтесь, ГПУ «Ларискор». Как и в первой части нашего разоблачения Дуорда, в которой мы рассказали в том числе и про такую легендированную организацию, как ГПУ «Грозолит», в случае с Ларискором мы имеем дело с аналогичным государственным псевдопроектным учреждением, которое на самом деле используется не для изготовления инженерных либо архитектурных проектов во благо нашей страны, а для ведения оперативно-розыскной деятельности в отношении добропорядочных граждан Беларуси. И да, ГПУ «Ларискор» – довольно странное название для проектного учреждения, согласитесь. Впрочем, не менее странным выглядит и сам офис этой конторы. Вот она на карте. Город Минск, улица Малая, 1, комната 17А.
Да-да, вот в такой небольшой деревянной хатке посреди заурядной одноэтажной застройки вблизи столичного проспекта имени Жукова в комнате под порядковым номером 17А и расположен юридический адрес государственной организации, в которой работает, вы не поверите, более 500 человек. Впрочем, если люди непростые, то и офис у них простым быть не обязан. Повторим, Ларискор – это милицейская агентура, так называемые контрактники, платники. Все они без исключения имеют контракты именно с указанной легендированной организацией, а фактически с органами внутренних дел, в рамках которых и оказывают содействие этим органам в получении интересующей карателей информации. И в соответствии с условием этих же контрактов каждый месяц с 20 по 30 число получают от государства вознаграждение за свою тайную службу диктаторскому режиму в размере, равном нескольким тарифным ставкам первого разряда, а также компенсацию расходов, связанных с выполнением негласных и в абсолютном большинстве своем политически мотивированных заданий, направленных против нас с вами. Кроме материального поощрения, сексоты пользуются также и различными социальными плюшками, отпуска, больничные и тому подобное. На сегодняшний день Байпол располагает полным списком платной агентуры сети МВД. За содействие не устаем благодарить полковника Паршина. Кстати, Андрей Евгеньевич, что там карты говорят? Как долго послужите еще? Или сразу вслед за Кубраковым? Более подробно по всем этим персоналиям мы пройдемся в наших следующих выпусках. Ну а сегодня, чтобы заверить руководство так называемого МВД в высочайшей степени нашей осведомленности о тайнах Дуорда, да и не только его, приведем маленький любопытный пример нелегального использования одним из руководителей указанного подразделения, имеющегося у него паспорта прикрытия. Итак, долгие годы бессменным руководителем ГПУ Ларискор значилась некая Короленко Лариса Ивановна. Вот ее фотография из паспорта гражданина Республики Беларусь. Кстати, здесь логично предположить, что именно анкетные данные этого лица и легли, скорее всего, в основу названия самой конторы – Лариса Короленко, или сокращенно Ларискор. А что, вполне рабочая версия, учитывая уровень креативности мышления в рядах слуг режима. Но это согласно официальным документам, руководителем ГПУ Ларискор значилась Короленко Лариса Ивановна. Но мы-то с вами уже знаем, что всеми легендированными организациями Дуорда руководят такие же легендированные лица, то есть использующие документы прикрытия, а именно подложные паспорта граждан Республики Беларусь, которые изготавливаются так же, как и настоящие, под крышей Министерства внутренних дел. Так вот, на самом же деле под указанной вымышленной личностью уроженки города Слуцка Ларисы Короленко, проживающей якобы в общежитии по проспекту Пушкина, 8 в городе Минске, скрывается уроженка Малорицкого района Брестщины Пляшкевич Елена Михайловна, в девичестве Вашитько, имеющая однокомнатную квартиру по столичной улице Берута. Ну, фальшивый документ, и что с того, спросите вы? В чем, собственно, пикантность истории с паспортом прикрытия на имя Короленко Ларисы Ивановны? А в том, что документы прикрытия изготавливаются в целях ведения оперативно-розыскной деятельности и должны использоваться для решения ее задач исключительно на территории Республики Беларусь. То есть путешествовать с ними с выездом за рубеж чревато международным скандалом и уголовным преследованием за шпионаж в отношении такого непрошенного гостя в иностранном государстве. Впрочем, на службе у диктатуры всегда не до законов, а страх лишиться такой службы куда сильнее чувство опасности перед угрозой уголовного преследования в чужой стране. Видимо, такой парадигмой и руководствовалась бесстрашная Пляшкевич Елена Михайловна, когда 9 сентября далекого уже 2010 года, используя паспорт прикрытия на руководителя ГПУ Ларискор Короленко Ларису Ивановну, отправилась на поезде Минск-Варшава в заграничную поездку в такую ненавистную для диктатора Польшу. Стоит отметить, что уверенности Елене Михайловне в таком опасном путешествии придавал ее мужественный спутник, кадровый разведчик из ГРУ Генштаба Вооруженных сил Республики Беларусь, уроженец Грузии Попов Владимир Алексеевич. А путешествовал он с Еленой Михайловной также по документу прикрытия, паспорту на имя вымышленного гражданина Республики Беларусь Потапова Владимира Алексеевича,
родившегося якобы в 1964 году в Киеве. Об истинных целях и содержании этой совместной поездки по документам прикрытия с открытыми шенгенскими визами руководителя легендарной организации Дуорда, под гражданской вывеской которой работает вся платная агентура МВД, и руководителя одного из подразделений Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил предполагать можно разное. Заметим только, что командировка эта была довольно продолжительной. Липовые путешественники вернулись в Беларусь лишь спустя неделю. В завершении этой истории хотим осветить отдельные моменты из биографии кадрового разведчика ГРУ Попова Владимира Алексеевича. Так, пройдя военную службу на командных должностях в ГРУ, Генштабе, а в конце карьеры и в службе безопасности диктатора, после выхода на пенсию, как настоящий кадровый разведчик, Владимир Алексеевич на гражданке не пропал и был трудоустроен на руководящую должность в управлении безопасности такого важного в системе кормления диктаторского режима банка, как ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Также Попов занимался и обеспечением безопасности деятельности фонда «Дирекция других европейских гульник» 2019 года. И что интересно, сразу же после окончания Европейских игр, в период с конца июня по август того же года, Попов поучаствовал в создании, либо стал руководителем аж 4 хозяйственных обществ, в числе которых ОАО «Наследие-2019», ОАО «Группа компаний ВГО», ОАО «ВГО Арт» и ОАО «ВГО Systems». Ну что тут скажешь? Вроде как вышел на пенсию, отдыхай, но не зря ведь говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Особенно, когда твой талант раскрывался и креп. На службе не у народа, а у диктатора. Надеемся, что публичность поможет всем названным сегодня слугам диктатора наконец-то отойти от дел. Впрочем, не только им. Ведь, как вы понимаете, это далеко не все, что мы можем рассказать о Дуорде и других карателях режима. А поэтому ждите продолжения. Уважаемые белорусы, государственная власть в нашей стране захвачена и удерживается преступным путем. В связи с этим право и долг каждого гражданина Республики Беларусь предпринимать все доступные ему способы по пресечению этого особо тяжкого преступления, а также восстановлению законности и конституционного строя в Республике Беларусь. Это наше право закреплено международными и национальными правовыми нормами. Присоединяйтесь к плану Перемога. Время массовых активных действий против тирании режима неминуемо придет, и вместе с Перемогой мы к ним готовы. Освободим себя и свою страну. Живе Беларусь!